1947 году один человек без единого выстрела собрал страну из 562 осколков, а через 70 лет другой человек решил отлить этот подвиг в бронзе. Получилась самая высокая статуя на планете — 182 метра над рекой Нормада, почти вдвое выше статуи Свободы. Но дело не в рекорде, а в том, что скрывается под бронзовой кожей этого колосса, и почему некоторые инженеры до сих пор называют его конструкцию невозможной. Чтобы понять, зачем Индия потратила почти $500 миллиарда на статую, нужно вернуться в август 1947-го. Британцы ушли, и на карте Индии вместо единой страны зияла мозаика из 565 полунезависимых княжеств. Каждый раджа и навал решал сам, кому примкнуть – к Индии, к Пакистану или вообще объявить суверенитет. Страна размером с континент могла рассыпаться на сотни карликовых государств, и тогда ни о какой сверхдержаве не было бы и речи. Сардар Валабхбхай Патель, первый заместитель премьер-министра и министр внутренних дел, взялся за эту работу лично. Вместе со своим секретарем В.П. Менноном он разработал документ под названием «Инструмент присоединения», который предлагал князьям отдать оборону и внешнюю политику Дели в обмен на щедрую ренту. Тех, кого не убеждали деньги, убеждала логика. Географически изолированное княжество посреди Индии обречено. Тех, кого не убеждала логика, убеждали танки, как произошло с Хайдарабадом, когда Патель отдал приказ на операцию «Поло» в сентябре 1948-го. За неполных 2 года 562 осколка стали одной страной, и 86 миллионов человек получили единое гражданство. Напиши в комментариях, из какой ты страны, и знал ли ты, что современная Индия могла вообще не появиться на карте. Патель умер в декабре 50-го года, измотанный болезнью и работой, и на десятилетия почти исчез из публичной памяти. В 2010 году тогдашний главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди объявил: Индия построит самую высокую статую в мире в честь человека, который эту Индию собрал. Высота была выбрана не случайно – 182 метра. Ровно столько мест в законодательном собрании Гуджарата, родного штата Пателя. И вот здесь начинается инженерная история, от которой у строителей небоскребов перехватывает дыхание. Место для статуи выбрали на острове Садхубет посреди реки Нормада, в 3 километрах от гигантской плотины Сардар-Саровар. К острову ведет мост длиной 300 метров, и это единственный способ добраться до статуи по суше. Ветер здесь ведет себя иначе, чем на открытой равнине. Русло реки работает как природная труба, которая разгоняет потоки воздуха до ураганных скоростей. Многолетние наблюдения показали, что в худшем сценарии порывы достигают 39 метров в секунду, а это почти 140 километров в час. Река кишела крокодилами, что само по себе превращало каждый рабочий день в приключение для инженеров и строителей. Грунт под островом состоит из базальтовых потоков Декканского плоскогорья, под которыми залегают осадочные породы – кварцитовый песчаник, аргиллит и известняк. Но настоящая проблема пряталась не в составе породы, а в ее состоянии. Скальное основание острова было испещрено трещинами. Если бы вам предложили построить 60-этажное здание на треснувшей скале посреди реки, вы бы, вероятно, вежливо отказались. Инженеры из компании Larsen & Toubro не отказались, а вместо этого срезали вершину холма с 70 до 55 метров и начали заливать трещины цементным раствором под давлением. Каждую трещину армировали стальными анкерами, которые буквально сшивали расколотую породу обратно в монолит. На залеченное основание уложили плиту фундамента толщиной 3,5 метра, которая держит на себе 67 тысяч тонн конструкции. Средняя несущая способность породы составила 2300 килоньютонов на квадратный метр, что с запасом выдерживает вес статуи. Но инженеры не доверяли только камню. По периметру фундамент обнесли подпорной стеной шириной 20 метров, чтобы ни 1 сантиметр основания не сдвинулся под боковыми нагрузками. Отдельным вызовом стала гидродинамика. Статуя стоит ниже 135-метровой плотины, и в случае аварийного сброса воды волна ударит прямо в основание. Для проверки построили масштабную модель и провели серию испытаний, которые подтвердили, что конструкция выдержит. Если тебе нравится видео о невероятных инженерных проектах, подпишись на канал.
потому что дальше будет еще удивительнее. Теперь представьте, обычный небоскреб стоит на широком фундаменте и сужается кверху, как пирамида. Статуя Единства устроена ровно наоборот. Внизу узкие ноги в сандалиях и тхоти, а наверху массивный торс и плечи. Соотношение ширины к высоте у нее составляет от 16 до 19, тогда как у типичного высотного здания этот показатель колеблется от 8 до 14. Грубо говоря, статуя тоньше и неустойчивее любого небоскреба сопоставимой высоты, и при этом стоит на острове посреди реки, где ветер разгоняется, как в аэродинамической трубе. Инженеры из компании «Араб» нашли решение, которое используется в самых передовых небоскребах мира. Внутри статуи спрятаны два гигантских маятника, так называемые настроенные массовые демпферы, каждый весом 250 тонн. Когда ветер раскачивает конструкцию в одну сторону, маятники качаются в противоположную и гасят колебания. Благодаря этому решению 200 посетителей, которые одновременно стоят на смотровой площадке в груди статуи на высоте 153 метров, не ощущают ни малейшей вибрации. Конструкция выдерживает ветер до 180 км в час и землетрясение до 6,5 баллов по шкале Рихтера. Если разрезать статую вертикально и заглянуть внутрь, вы увидите 3 слоя, как у матрешки. Самый глубокий слой – это 2 овальных бетонных ядра, которые поднимаются от фундамента через ноги пателя до самых плеч. Толщина стен этих ядер меняется от 850 мм у основания до 450 мм на уровне груди. Ядра возводили с помощью переставной опалубки, и первые циклы заливки занимали по 20 дней каждый. Со временем бригады набрались опыта и к финальным этапам укладывались всего в 7 дней на один подъем. Каждое ядро вмещает скоростной лифт, который доставляет 26 человек на смотровую площадку за 30 секунд. Второй слой – это сложнейший трехмерный каркас из 6500 тонн конструкционной стали, который соединяет бетонные ядра с внешней оболочкой. И, наконец, третий слой – это бронзовая кожа, 1700 тонн панелей толщиной 8 мм. Панели крепятся к каркасу внахлёст с возможностью небольшого смещения по вертикали и горизонтали. Это не ошибка монтажа, а сознательное решение. При сильном ветре или землетрясении бронзовая оболочка слегка дышит, не трескаясь. Вся эта бронза разделена на 565 крупных секций и 6000 мелких панелей. Число 565 совпадает с количеством княжеств, которые Патель объединил в единую Индию. И это совпадение вряд ли случайно. Как ты думаешь, архитекторы заложили этот символизм намеренно, или это просто удобное инженерное решение? Каждая крупная секция размером примерно 6 на 5,5 метров собиралась из мелких панелей 2 на 2 метра, которые сваривали и крепили к легким стальным фермам. Инженеры разбили поверхность статуи на 27 горизонтальных колец, и каждое кольцо собирали на земле, а потом поднимали кранами и фиксировали на каркасе. Этот модульный подход позволил обойтись без гигантских лесов и сократить сроки строительства. Но именно с бронзой связана одна из самых острых историй этого проекта. Когда Larsen & Toubro проверили все 15 крупнейших бронзолитейных заводов Индии, оказалось, что ни один не способен отливать панели нужного размера. Глобальный тендер выиграла китайская компания Jiangxi Tunцин, крупнейшее литейное производство в мире. Около 7000 бронзовых панелей отлили в Китае, переправили морем, а затем по дороге доставили в мастерскую рядом со стройплощадкой. Ирония не ускользнула от критиков. Статуя Железного человека Индии оказалась одета в китайскую бронзу. Впрочем, эта работа составила менее 9% стоимости всего проекта, а 91% выполнили индийские рабочие и инженеры. Еще до начала строительства по всей Индии запустили кампанию под названием «Лоха», что означает «железо». Фермерам из 169 тысяч деревень предложили пожертвовать старые плуги, серпы и мотыги. Собрали около 129 тонн лома, и этот металл переплавили и заложили в фундамент статуи. 100 миллионов крестьян буквально отдали свои орудия труда, чтобы их железный человек встал на ноги. Символический жест оказался мощнее любого рекламного ролика. Каждый участник почувствовал, что он лично строит эту статую.
3000 рабочих и 250 инженеров трудились на площадке в 2 смены 24 часа в сутки. В пиковые месяцы на острове одновременно находились больше 4000 человек, и логистика на крошечном клочке суши посреди реки превращалась в отдельную инженерную задачу. Материалы, которые поглотила статуя, поражают воображение. 210 тысяч кубометров бетона, 18,5 тысяч тонн арматурной стали, и это не считая бронзы. Если бы всю эту арматуру вытянуть в одну линию, она несколько раз обернулась бы вокруг экватора. Саму стройку завершили за 33 месяца, что быстрее, чем строилась китайская статуя Будды весеннего храма, которой понадобилось 11 лет. 31 октября 2018 года, в 143-ю годовщину рождения Пателя, премьер-министр Моди перерезал ленту. Статуя разделена на 5 зон, но посетителям доступны только 3. Первая зона занимает ноги до голеней. Здесь расположен музей с 2000 фотографий и 40 тысячами документов, посвященных жизни Пателя. У входа в музей возведена стена единства, сложенная из грунта, который привезли из 169 тысяч деревень со всей Индии. Земля из каждой деревни лежит рядом с землей из другой, и вместе они образуют монолит, точно так же, как когда-то княжества образовали страну. Вторая зона поднимается до бедер, а третья ведет к смотровой галерее на высоте 153 метров над рекой. Галерея спроектирована без стеклянных ограждений, чтобы ничто не мешало панораме. Река Нармада, плотина Сардар-Саравар и горные хребты Виндхьячал и Сатпура. 4-я и 5-я зоны от пояса до макушки закрыты для публики и отведены под техническое обслуживание. За первые 11 дней после открытия статую посетили 128 тысяч человек. За первый год почти 3 миллиона, а сейчас ежедневный поток достигает 30 тысяч туристов. Журнал Time включил статую единства в список 100 лучших мест мира в 2019 году. Вокруг статуи разбили долину цветов на 24 гектарах с более чем 2 миллионами растений, а рядом открыли зоопарк с животными со всех биогеографических зон планеты. Статуя превратила забытый речной остров в туристический комплекс мирового уровня, и по экономическому эффекту этот проект уже давно окупился. Есть деталь, о которой мало кто задумывается. Бронза со временем окисляется. Статуя свободы в Нью-Йорке потемнела и позеленела примерно за 30 лет после установки. Когда французские инженеры собирали ее в 1886 году, она сияла медным блеском, а сегодня знакомый зеленый цвет кажется естественным, хотя это результат химической реакции меди с кислородом и влагой. По расчетам инженеров, статуя единства тоже начнет менять цвет и через 100 лет станет зеленовато-голубой. Ноги уже сейчас слегка отличаются по оттенку от верхней части, потому что влага от реки ускоряет окисление. По сути, статуя медленно покрывается собственной броней, тончайшей пленкой патины, которая защищает металл от дальнейшего разрушения. Через столетия потомки увидят не бронзового, а изумрудного Пателя, стоящего над изменившейся рекой. Вокруг статуи существует поле для размышлений, которое редко попадает в туристические брошюры. Местные племена Тадви выступали против строительства, и около 300 активистов задержали накануне открытия. Жители 6 окрестных деревень требовали вернуть землю, изъятую еще при строительстве плотины. Проект создал тысячи рабочих мест, привлек миллионы туристов и дал экономический импульс региону, но цена включала переселение людей, которые жили здесь поколениями. Это противоречие повторяется в истории каждого грандиозного сооружения, от египетских пирамид до Панамского канала. Вопрос не в том, стоит ли строить гигантов, а в том, помним ли мы тех, кто стоял у их подножия. Когда речь заходит о гигантских статуях, неизбежно возникает сравнение с другими колоссами. Статуя свободы в Нью-Йорке – 93 метра, статуя единства ровно вдвое выше. Будда весеннего храма в китайской провинции Хэнань – 153 метра. Статуя единства обходит его на 29 метров. Но дело не только в сантиметрах. Будду строили 11 лет, а индийский колосс поднялся за 33 месяца. Скорость стройки объясняется технологией, которую никогда прежде не применяли в таком масштабе при возведении статуй. Инженеры использовали метод информационного моделирования зданий, позволяющий 30 международным консультантам
одновременно работать над цифровым двойником конструкции. Каждый узел, каждый болт, каждая панель существовали сначала в виртуальном пространстве, и все конфликты между элементами выявляли еще до того, как сталь начинали резать. Программное обеспечение обнаружило и устранило не менее 70 критических несовпадений еще на стадии проектирования. Результат. Стройка завершилась на 2 месяца раньше графика и получила награду как лучший высотный нежилой объект года. Верующие жители окрестных деревень рассказывают, что остров Садху-Бет изначально назывался Варата Бава Текри в честь местного божества. Они считают, что место было священным задолго до того, как на нем появилась статуя, и что энергия этого холма до сих пор влияет на каждого, кто поднимается на смотровую площадку. Скептик скажет «суеверие», но факт остается фактом. Ни одна серьезная авария за все время строительства не унесла жизней, хотя условия были экстремальными. Совпадение или нет, но строители относились к холму с уважением, и холм, похоже, ответил им взаимностью. Есть еще один пласт символизма, который ускользает от поверхностного взгляда. Патель изображен в позе шага, как будто он идет к плотине Сардар-Саровар, к проекту, который он задумал еще при жизни. Расстояние между ступнями составляет 6,5 метров, и этот зазор стал инженерным кошмаром. Ветер, врывающийся в щель между ногами, создает эффект аэродинамической трубы и многократно усиливает нагрузку. Инженерам пришлось моделировать десятки сценариев и укреплять зону между ступнями дополнительными стальными конструкциями. Деталь, которая кажется чисто художественной, шагающая поза, на самом деле определила всю инженерную философию проекта. Скульптор Рам Ванджи Сутар, автор более 50 монументальных скульптур и обладатель награды Падма Бушан, создал сначала модель высотой 90 сантиметров. Сутар известен еще и тем, что именно его работа стоит в здании индийского парламента, изображая Махатму Ганди. Затем модель увеличили до 5,5 метров, потом до 9 метров, и каждую версию сканировали в трехмерном пространстве. Сын скульптора, Анил Сутар, описал замысел позы. Голова поднята, шаль свободно спадает с плеча, руки опущены, как будто Патель готов шагнуть навстречу будущему. Финальная цифровая модель стала основой для отливки каждой бронзовой панели. Переход от глиняного макета к 100-метровому колоссу – это как если бы вы увеличили шахматную фигуру до размеров многоквартирного дома, сохранив каждую морщину и складку ткани. Каждый вечер, кроме понедельника, 51 проектор, установленный на расстоянии 600 метров, превращает статую в экран для лазерного шоу. 30 минут света и звука рассказывают историю человека, который сшил страну из лоскутов. Ты не просто смотришь на бронзового гиганта. Ты наблюдаешь, как на его теле оживает карта Индии, собирающаяся из разрозненных осколков. В музее у подножия статуи хранятся подлинные документы, которые князья подписывали в присутствии Пателя, отказываясь от трона в пользу единой страны. Рядом с витринами стоят голографические экраны, и при помощи дополненной реальности можно увидеть, как выглядела карта Индии до и после объединения. Контраст поразительный. До Пателя это была россыпь, после него это стала страна с 1,5 миллиардами жителей. Когда мы оглядываемся на великие монументы человечества, от колосса Родосского до статуи Свободы, мы видим одну и ту же закономерность. Каждая эпоха возводит фигуру, которая кричит миру: «Мы здесь, мы едины, мы способны на невозможное». Статуя единства – это не просто бронза и бетон на острове посреди реки. Это материализованная воля 100 миллионов крестьян, отдавших свои плуги, 3000 рабочих, не спавших ночами, и одного человека, который 70 лет назад объехал 500 дворцов, чтобы доказать: разделенное можно собрать. Через 100 лет бронза позеленеет, река изменит русло, а туристы будут фотографировать изумрудного великана, не зная его имени. Но фундамент останется, залитый поверх трещин, армированный сталью и скрепленный переплавленными серпами тех, кто поверил, что страна важнее границ.